Привет, друзья! Совсем недавно с моими учениками мы рисовали вот такую танцовщицу в красном платье. И я увидела, что работа с красным цветом, а именно со светом и тенью, и созданием красивых переходов оказывается довольно сложной для новичков. Поэтому я решила записать еще один урок с более простым рисунком для новичков. Мы нарисуем воздушные красные маки. Не забудьте поставить этому видео лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые уроки, и давайте начинать. Сделайте легкий набросок карандашом. Референс можно найти в вкладке «Сообщество» или в моем телеграм-канале. Все ссылки есть в описании под видео. Сделайте минимальное количество линий, чтобы вам было понятно, как располагаются цветы и лепестки в них. Но не зажимайте себя очень сильно в границе линии, чтобы, работая кистью, вы чувствовали себя свободнее. Теперь давайте подберем цвета. Для того, чтобы работа была живая и переливалась от теплого к холодному, нам нужно подобрать, соответственно, теплые и холодные оттенки красного, а также я буду использовать оранжевый и немножко уходить в фиолетовый в тенях. Я использую здесь перманент красный, кадмий оранжевый, берлинскую лазурь и чуточку желтого для того, чтобы берлинская лазурь немножко уходила в бирюзу. Этот цвет будет в листиках. Для этой работы я рекомендую взять мягкую кисть из белки или каллиграфическую кисть для того, чтобы у вас было достаточное количество воды. Чтобы лепестки получались вот такими воздушными, с акварельными перетеками, нам нужно работать как будто бы капелькой. То есть мы не красим, а перегоняем цвет внутри капли. Можно начать с более светлой, почти прозрачной заливки, а потом на кончике кисти внести более яркие цвета в нижнюю часть лепестка. Верхние части лепестков оставляя более светлые. Карминовые и кадмий-оранжевые довольно активные цвета, они легко перетекают, поэтому их нужно совсем немного. Нам нужно добиться эффекта неоднородности лепестков. С красным цветом это бывает очень сложно, потому что он реактивный и быстро перетекает. У меня на канале есть отдельное видео, в котором я разбираю состав цветов. Обязательно посмотрите его, чтобы подробнее разобраться со свойствами разных цветов и оттенков. Чтобы не ждать, пока высохнет следующий лепесток, я пропускаю маленький белый просвет между лепестками, едва заметный. Но даже если краска чуть-чуть потечет, это не страшно, не нужно замызгивать этот развод и делать лишние движения кисти. Чтобы получить вот такой акварельный эффект, обязательно нужно сохранить работу водой, потому что если вы будете начинать тереть кистью заливку, оставлять следы, сразу появится эффект замученности работы. Поэтому постарайтесь работать именно с водичкой. Я стараюсь чуть крупнее показать, как она растекается. Иногда достаточно просто не мешать краске, и она уже сама оставляет красивые, интересные разводы. Но иногда нужно собрать излишки пигмента, особенно если они сильно утекли на края листа. Для этого просто промакивайте аккуратно краску кисточкой и вытирайте ее об салфетку. Потом можно опять добавить туда каплю воды, чтобы не оставалось сухих жестких краев. Я работаю на бумаге Малевич 100% хлопок. Она довольно хорошо впитывает краску и хорошо держит воду, поэтому у меня капельки мои не высыхают достаточно долго. Но ориентируйтесь по своей бумаге. Мы должны работать или по влажной бумаге, или уже по высохшей. Если у вас лепесток уже подсыхает, и вы чувствуете, что занося туда краску, вы сбиваете, оставляете следы, лучше подождите, пока краска полностью высохнет, и тогда, возможно, какие-то мелкие детали можно будет добавить по-сухому. Но в таких лепестках вполне достаточно времени для того, чтобы у вас получилось работать по-мокрому и успевать все сделать по-мокрому.
Эта работа не только красива сама по себе, но и является хорошим способом потренировать вот эту технику работы по мокрому, технику работы а-ля прима, когда мы сразу в один присест вносим нужные цвета и оттенки. Для того, чтобы сделать серединку цветка, я не буду брать черный цвет, я буду намешивать цвет из тех цветов, которые у меня есть. Для этого можно смешать берлинскую лазурь и примешать к ней теплый красный цвет. Цвет получится немножко фиолетоватый, но при этом он будет смотреться натуральнее и гармоничнее, чем если вы введете туда черный. С черным вы очень сильно рискуете загрязнить работу и утяжелить ее, если он вдруг перетечет в другие лепестки. Постепенно по одному добавляю лепестки. Иногда можно дофантазировать, если вы чувствуете, что лепесточку чего-то, цветочку чего-то не хватает, вы можете добавить маленький лепесточек где-нибудь с краю, потому что я когда делала рисунок, у меня, например, вот этого правого лепесточка тоже сначала не было, но я вижу, что его прям вот не хватало в этой работе. Я оставляю маленькие просветы, и если вдруг краска чуть-чуть перетекает, не мыскайте ее, лучше потом вы немножко промокнете это место кистью, и в каждом лепестке я варьирую теплые и холодные цвета. Возможно, это не очень видно через видео, но поверьте мне, это будет видно в вашей работе. Если вы будете делать ее только одним оттенком красного, или если вы будете варьировать теплые и холодные оттенки, разница будет очень видна. По примеру первого цветка рисую еще два. Смотрите на то, чтобы они были не симметричны, не 100% одинаковые. Работа очень приятная, постепенно вы будете чувствовать все больше и больше вашу кисть, вашу бумагу, краска будет ложиться увереннее, вы будете знать, сколько цвета нужно набрать на кисть, поэтому я рекомендую вам нарисовать именно несколько цветов, потому что на одном, возможно, вы не успеете понять до конца, как двигается пигмент, сколько нужно набирать концентрации пигмента на кисть, чтобы получить достаточную яркость. Но у нас, еще раз повторюсь, должно быть здесь сочетание теплых и холодных оттенков. То есть я варьирую холодный красный, у меня это перманент красный, его можно заменить карминовым цветом, например. И увожу где-то в каких-то местах, добавляю практически оранжевый цвет. На самом деле можно даже не брать кадмий оранжевый, а можно оставить, например, карминовый. И хотела сказать, можно не брать кадмий красный, простите, оставить только холодный красный и какой-нибудь там кадмий оранжевый. Если краска сильно утекает, промакиваете ее как бы губкой, но старайтесь меньше делать протирающих движений, красящих движений. В этом работа очень сильно отличается от работы, например, с маслом. Когда с маслом мы можем втирать, вбивать цвет. А здесь именно вот в такой технике мы работаем очень нежно, и поэтому кисточка для акварели должна быть мягкая, чтобы она лишний раз не царапала уже имеющуюся заливку, не оставляла на ней никаких следов. И в то же время мягкие кисти, они хорошо набирают воду, такие как беличьи кисти или кисти для каллиграфии, тоже очень хороши для этого. Если вам необходимо немножко осветлить заливку и краска еще не высохла, вы можете это сделать, вводя немножко воды в край лепестка. Вода сама по себе оттолкнет пигмент в сторону, то есть просто чистой кистью, я сейчас это делаю, в краешке лепестков я вводила
просто капельки воды. И она немножко расталкивает пигмент. Есть риск, что могут остаться небольшие разводы, если краска уже начала схватываться. Но бумага Малевич довольно такая, она губчатая по фактуре, и она хорошо реагирует на такие манипуляции. У нее долго сохраняется влага внутри, поэтому пигмент довольно долго остается подвижный, и вот с помощью такой манипуляции добавление капельки воды позволяет немножко осветлить края, если они очень сильно заполнились пигментом. В завершении работы над цветками можно добавить немножко бордово-фиолетового в нижнюю часть цветка, там, где раскрываются нижние лепестки, чтобы немножко усилить тень и показать вот эту фактуру, форму цветка, соцветия. Теперь нам остается добавить детали. Здесь я предлагаю вам немножко отдохнуть, пойти на поводу своих ощущений. Мы были немножко сосредоточены, рисуя лепестки, а сейчас используйте большее количество воды, берите спонтанно те цвета, которые вам ложатся на кисточку, не фокусируйтесь на том, чтобы получить какой-то конкретный силуэт, просто можно стараться получить силуэт колокольчика, да, или вот, ну, это и есть, наверное, силуэт мака, да, такой веер немножко, да. И здесь тоже варьируйте цвета, чтобы он был не однородный, плоский, а там все равно как бы перетекали, один цвет перетекал в другой. Можно их делать чуть более прозрачные, чем у нас сами цветки, чтобы они были таким задним планом. По тому, где размещаются эти фоновые цветки, ориентируйтесь на свою работу. Постарайтесь почувствовать пространство, пустое пространство, которое у вас осталось, которое вам хочется заполнить. И внутри задавайте себе вопрос, густо или пусто. Если вы чувствуете, что где-то есть пустое место, что не хватает этой густоты, соответственно, туда вы можете добавлять такие намеки на цветки на заднем плане. То же самое с листьями. После того, как мы доделали цветочки, мы можем добавить листочки, веточки, переплетая их между собой, тоже можно ориентироваться на то, насколько плотно вам хочется заполнить пространство. Если вы смотрите и начинаете чувствовать, что уже оно перенасыщено, остановитесь, не старайтесь 100% повторить именно референс, потому что, скорее всего, когда вы рисовали цветки, у вас уже немножко отличается расположение, поэтому ориентируйтесь именно на свою работу, на свои ощущения, где вам хочется еще добавить, а где может быть, уже у вас не влезет листочек или цветочек. Но референс может быть такой подсказкой и вдохновением относительно того, что можно добавить, какой формы могут быть там цветки, бутоны, листья и так далее.
В завершении я добавила немного брызгов, еще немного усиливаю серединки цветов, чтобы отделить их от лепестков. И вот такая работа у меня получилась после высыхания. Смотрите, какие интересные разводы. Тут еще капелька не высохла. Не забывайте поставить этому видео лайк. Если у вас остались вопросы по урокам, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Делитесь моими видеоуроками с друзьями. Мне всегда приятно новым подписчикам и ученикам на моем канале.